В Нидицу мы приехали вечером. Поскольку единственным местом для ночлега в пределах города на букинге был замок, то мы решили не сопротивляться судьбе, хотя и были опасения насчет комфорта и возможного холода в номере гостиницы. Несколько часов перед сном мы потратили на отдых, еду, а также небольшую прогулку в окрестностях замка, который красиво подсвечивался в темноте. Пиво, купленное в Тыкотине и проехавшее с нами в этот день более 200 километров, также дождалось своего часа. Ночь в замке прошла спокойно, несмотря на то, что опасения насчет холода подтвердились, теплые одеяла спасли ситуацию, и все спали как младенцы. Выселившись из отеля до 11, мы приступили к более основательному знакомству с замком. Уже известная нам схема экскурсии в начале каждого часа имела место быть и здесь, за исключением того, что продавцом билетов и проводником был один человек, и пока Аня с детьми его ждали, я решил немного пройтись. Внутренний двор замка был весьма симпатичным и уютным, но личный транспорт работников был здесь явно лишним. Когда настало время экскурсии, пришел добрый дядька лет 50 и рассказал нам, какие залы мы можем осмотреть самостоятельно. Поэтому в следующие минут 60 мы были посвящены сами себе, а коллекция предметов прошлого постепенно погружала нас в историю этого места. Замок Найденбург, как он тогда назывался, был возведен Тевтонским орденом в XIV веке. В результате ряда исторических битв и событий через несколько столетий крепость перешла под контроль Пруссии, а после Второй мировой войны замок и город с новым названием Нидица официально стали частью Польши. Как и множество других замков, несмотря на серьезные разрушения после войны 41-45 годов, он был восстановлен польскими властями в последующие десятилетия. Музей у нас не вызвал каких-то особенных эмоций, потому что выглядел, как и все остальные музеи. Лично для меня основной интерес в такого рода экскурсиях – это побродить по внутренним помещениям замка, многие из которых часто сохраняются в первозданном виде, в отличие от стен и башен, принимающих на себя основной удар во время сражений. Строгая готическая архитектура, эти кружащие вороны и расположение на высокой горе, а также возможность походить внутри и даже пожить, произвели очень цельное впечатление о замке. От его посещения мы однозначно получили удовольствие. Противоположность предыдущему солнечному дню в Тыкотине, погода в Нидице оставляла желать лучшего. Только отсутствие дождя мотивировало нас немного пройтись по городу, к ратуше, рыночной площади и костелу. Но когда и он не смог укрыть нас от холодного ветра, мы решили, что пора уезжать. А последним пунктом в этом городке стал фирменный магазин местного завода-производителя меда, где мы купили на пробу бутылочку вина. Самый темный день нашего путешествия завершился раньше обычного. На плохую погоду наложилось и плохое самочувствие Ани и Амельки. Благо, следующий по плану город находился совсем недалеко.